Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин, ее мнение о вас. Как всегда, настраивайтесь на расклад, загадайте женщину, которая вас интересует. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, какая ситуация сейчас в вашей жизни проигрывается. Знаете, у вас в жизни проигрывается ситуация, когда вот вами почему-то по жизни очень часто манипулируют другие люди. Причем даже, знаете, может быть, вы и в курсе дела насчет манипуляций, но вы, может быть, даже это позволяете. Вот то ли в силу своей доброты, да, где позволяете, где нет. Это даже, кстати, в финансовой сфере, в работе может проигрываться. Может быть, коллеги по работе, да, вот пользуются вашей добротой, как-то, да, просят подменить, да, вот, или помочь, еще что-то. Ну, то есть люди особо не хотят напрягаться, а вот как-то за ваш счет считают, что это нормально решать свои проблемы. И вы вот, потому что, ну, может быть, вы такой вот добряк по жизни, да, вот как-то ведетесь на это. Вы довольно неплохо зарабатываете, да. Вы очень, ну, довольно умный такой мужчина, да, вот, возможно, вы много чем увлекаетесь, читаете, либо передачи какие-то познавательные смотрите, да, ну, то есть вы интересуетесь вот именно какими-то сферами направления. Но вот личная жизнь оставляет желать лучшего, да, вот как таковой женщины возле вас на данный момент я не вижу. Я имею в виду серьезных отношений с женщиной, да. То есть вот именно ваша сфера чувств, эмоций, вот она доставляет вам много огорчений в жизни. Да, вы можете этого не показывать на людях, но, в общем-то, ну, я думаю, у многих из вас на душе кошки скребут из-за того, что личная жизнь не ладится, да, из-за того, что вы потеряли то, что было, да, вот именно в личной жизни, да, вы потеряли ту женщину, которую вы любили. И новую женщину довольно непросто найти, вы это прекрасно понимаете. Поэтому вот как-то вам сейчас от этого не очень-то и весело. Так, еще что у вас в жизни происходит? Давайте-ка посмотрим. Да, женщину, которую вы любили, сейчас находится на расстоянии. Это 100%. Женщина, которая разбила вам сердце, хотя был вот с ней, знаете, период любви, причем любви такой вот, как в сказках, наверное, вот как в книжках, да, было настолько все шикарно, красиво, настолько была вот стабильность и гармония в вашей жизни, да, у кого-то проигрывается ребенок был, ну, то есть было все шикарно, а сейчас вот это вот как-то в один момент просто, ну, резко это все обрубилось. У некоторых из вас, да, проигрывается, что не в один момент вы расстались, да, ну, то есть, получается, одни из вас узнали резко, допустим, о предательстве, может быть, либо же застали, да, другие же вот этому предательству, да, вот способствовали еще какие-то ваши вот разногласия в отношениях. То есть, это не в одночасье случилось, да, вот это могли быть отношения такие вот скандальные, знаете, когда это постоянное выяснение отношений. А измена женщины это уже, ну, как своего рода, наверное, апогей, да, вот результат этого всего. Когда у вас начались вот именно, знаете, вот раздражение друг другом, наверное. Вот была любовь, а потом постепенно это переросло все в раздражение. Когда вот женщина на вас смотрела и понимала, что просто вот ну, вы ну, мало, ну, не то чтобы прям раздражаете, да, ну, это начинается с того, что вы в какой-то момент, да, стали вот ей чем-то неприятны, да. Скорее всего, это копилось у нее очень долгое время, да, вот почему начались эти все скандалы, придирки, да, вот. Когда умирает любовь, то, как правило, человек начинает раздражать. Так же было и у вашей женщины. Вот просто вы начали ее раздражать, она начала скандалить, и как апогей это уже вот этот ваш любовный треугольник, который был. То есть у вас
ситуация любовного треугольника ваша осталась в прошлом. Но и сейчас, как таковой личной жизни, у вас я не вижу. Итак, давайте посмотрим, а какая же женщина пришла, которую мы будем смотреть. Так, женщина, которой вы много чего обеспечивали, да, вот вы ей много чего давали. Вы считали эту женщину своей судьбой, да, вы надеялись, что раз и навсегда с ней, что другой никто вам не нужен. Вот вы зарабатывали ради этой женщины, а она уже не знала, что ей придумать, чем покрасоваться, что ей купить, что заказать. Вот постоянные какие-то хотелки у нее менялись со скоростью звука, да, вот какая-то, может быть, даже она чем-то и капризная была, да. Женщина, любящая очень красивую жизнь, комфорт. Вот если бы, знаете, куда-нибудь в лачугу ее жить, отправить, да, она бы никогда там не жила. Вот именно нужна и комфортная жизнь. И рядом должен быть с ней мужчина, который победитель, который при деньгах, мужчина, знающий себе цену. Но сильно мы не будем в нее углубляться, но я, в общем-то, я думаю, вы и так уже поняли, о ком я говорю. Давайте-ка посмотрим. Так, какое же у нее мнение о вас вот на данном этапе, да? Она, знаете, вот несмотря ни на что, она считает вот вас трудягой. Вот трудягой по жизни, который, знаете, вот человек, который много зарабатывает. По крайней мере, даже если вот небольшая зарплата, либо же средняя, вы можете всегда подзаработать, вы можете, ну, как-то выкрутиться из ситуации, ну, в крайнем случае одолжить, да, либо же взять какую-то дополнительную работу, либо же тянуть две работы. Вот она трудягой вас считает, таким настоящим умельцем, трудягой, и считает вас человеком, который умеет ковать деньги. Она знает, что вам тяжело даются деньги, да, но вот почему-то она вас считает каким-то, вот знаете, то ли, ну я не знаю, как, ну не закомплексованным, ну вот ей некоторые черты характера, что ли, в вас не нравятся. Может, у кого-то еще проигрываться это в интимной сфере. Вот она считает, да, что у вас есть какие-то комплексы, либо страхи, да, и это ее очень сильно напрягло. Может быть, вы по жизни, да, нерешительный, да, вот, и она вот почему-то, вот какие-то ваши моменты характера, она почему-то считает, что это вот как комплекс какой-то, страх, да, может быть, она, знаете, в свое время вам говорила, что вот, да ты же не мужик, да, мужик так не делает, ну, что-то в таком роде, да, вот, в определенные моменты. Она считает, что вы и сейчас вот такой весь одинокий, да, никому не нужный, отшельник. До сих пор у нее, знаете, вот агрессия. Агрессия вот после того, что, знаете, вот она не ожидала от вас, что вы вот ушли, а она осталась как бы ни с чем. Вот у нее сейчас довольно сложная такая ситуация в жизни. И она как-то вот напряглась, да, вот именно когда у нее стали проблемы с деньгами, вообще там по жизни другие проблемы начались. У нее нет особой любви, хотя и хочется, да. Она мечтает влюбиться, но не в кого, как бы, да, вот как-то, ну, одноразовых я не считаю, но серьезной личной жизни у нее я не вижу на данном этапе. Вот она считает, что вы, знаете, что вы вот без нее останетесь вот такой весь бедный, несчастный отшельник, разнесчастный, да. Боже, я уже стихами скоро буду разговаривать. Она вот этого хочет, наверное, вот чтобы вы остались один, да, вот страдали весь такой несчастный, да. Ей иногда хочется написать вам. У кого-то из вас может, кстати, проигрываться, что периодически, может, она пишет, либо же звонит вам, да. Ну, под разными предлогами она может появляться в вашей жизни. Это может быть и ностальгия, да, это может быть и какие-то, вот знаете, воспоминания, не оправдавшиеся мечты, вот то, что она хотела, мечтала, но у нее не сбылось, да, вот она вспоминает вас, и она понимает, что вот эти ее мечты не воплотились без вас. Она думала, что она будет вся в шоколаде жить, а все пошло не так, как она хотела.
Она очень боится, что у вас появятся другие женщины. Знаете, и даже если вот у некоторых из вас женщина ваша бывшая, она если узнает, что, допустим, у вас там новая появилась, да даже про любовницу, если она узнает, вот это ее бесит. Вот ее начинает это бесить, она начинает злиться, да, вот она места себе буквально не находит, вот, ну, как ревность своего рода, что ли. Вот она даже сейчас, спустя время, как-то вот, ну, она не может угомониться. Да, вот ею, знаете, вот ее просто это убивает наповал. У нее довольно тяжелый сейчас жизненный этап. Вот она всю жизнь корчила из себя такую вот сильную, независимую, такую, знаете, вот нарциссического характера, самовлюбленную, может быть, да, вот что я все смогу, я все сумею. Но все в жизни пошло не так. Ей бы хотелось, чтобы вы появились в ее жизни, да. Ей бы хотелось, чтобы вы позвонили, либо же приехали к ней. Но опять же, это на уровне хотелок. Она прекрасно понимает, что все, вот у вас все, башня разрушена, все убито наповал, убито, разбито, и назад дороги нет. Она это тоже прекрасно понимает, и вот от этого она страдает. И когда она, знаете, вот если она узнает, что у вас есть другая женщина, то это разобьет ей сердце и очень сильно. Вот все-таки, знаете, даже спустя годы к партнерам, ну какая-то вот остается, ну не то чтобы привязанность, вот, ну как сказать, ну такая невидимая нить, что ли, да, особенно если люди долгое время прожили, то остается какая-то связь, да, вот если жили долго, дети еще связывают, то все равно это и приносит какую-то боль. Вот если бы у нее была устроена ее личная жизнь, да, она бы вообще даже не заморачивалась. А так у нее сейчас проблемы, да, у нее особо никого нет, да, для серьезных отношений. Поэтому она, конечно, бесится. Она бесится со страшной силой, только бы и у вас никого не было, да, чтобы вот личная жизнь не получилась. Вот. Потому что она прекрасно понимает, знаете, вот она понимает, что вы довольно достойный мужчина. Она поняла это уже спустя время. Она понимает, что вы, несмотря на то, что у вас тоже довольно непростой характер, я вам скажу, вы довольно такой серьезный мужчина, такой, может быть, даже, ну, такой, с начальственными, с командирскими нотками, может быть, в характере, такой лидерский характер у вас. Вы умеете зарабатывать. И она, знаете, вот она как-то даже сейчас, вот она боится, чтобы, не дай бог, вот это вот добро, ну вы то есть, не попало в чьи-либо руки. Вот она хочет ей плохо, и вам, чтобы было плохо. А вот если бы ей было хорошо, вот тогда было бы абсолютно ей на вас наплевать. Абсолютно. Если бы вот она была счастлива с кем-то другим. А так, знаете, вот она считает, мне плохо, и тебе должно быть плохо. Вот такая вот политика у вашей дамочки. Не очень-то и хорошая политика, конечно. Называется так «Не доставайся же ты никому». Вот это вот женская какая-то ревность, да, собственничество. Вроде бы уже и расстались, но все равно никому не отдам, не хочу, чтобы с кем-то был, да, вот какая-то вот детская ревность. Ну, вот такая вот женщина у вас оказалась непростая. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!